Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня мы едем знакомиться с замком Пьерфон. Замок находится в 90 километрах от Парижа. Да, это тот самый замок, который выглядит как декорация к фильму про рыцарей и королей. Высокие шпили, мощные стены и, возможно, пара призраков в коридоре. Шучу. Или нет? Вы уже приготовили ваш кофе? Alors, on y va? В 90 километрах от Парижа возвышается один из самых красивых замков Франции. Его история началась более 6 столетий назад и до сих пор окутана атмосферой легенд, королей и средневековых тайн. Первые укрепления на этом месте появились еще в XII веке, но настоящий замок был построен в конце XIV века по приказу Людовика Орлеанского, брата французского короля Карла VI Безумного. В те времена Франция переживала тяжелый период. Шла столетняя война, страну раздирали внутренние конфликты, а борьба за власть становилась все жестче. Пьерфон должен был стать не просто замком, а мощной крепостью, защищающей путь к Парижу. Замок построили по самым современным военным технологиям того времени. 8 огромных башен, толстые стены, глубокие рвы и система обороны делала его почти неприступным. Но судьба замка оказалась трагичной. После убийства Людовика Орлеанского во Франции началась гражданская война между бургундцами и сторонниками Орлеанского дома. Со временем замок переходил от одного владельца к другому и постепенно терял свое стратегическое значение. В XVII веке кардинал Ришелье приказал разрушить многие крепости, которые могли стать опорой для мятежной знати. Пьерфон тоже оказался под ударом. В начале XVII века замок был осажден и частично уничтожен. Его крыши рухнули, залы опустели, а величественная крепость превратилась в руины. Почти 250 лет Пьерфон оставался заброшенным, но именно в этом разрушенном виде замок начал привлекать художников, писателей и путешественников эпохи романтизма. Руины выглядели настолько впечатляюще, что стали символом исчезнувшего средневековья. В XIX веке судьба замка изменилась навсегда. Император Наполеон III решил восстановить Пьерфон и поручил эту работу знаменитому архитектору Виолlet-le-Duc, человеку, который посвятил свою жизнь возрождению французской готики. Однако архитектор не просто восстановил разрушенные стены, он создал собственное видение идеального средневекового замка. Многие интерьеры, башни, декоративные элементы были придуманы им заново. Именно поэтому сегодняшний Пьерфон – это удивительное сочетание настоящей истории и архитектурной фантазии XIX века. После падения империи Наполеона III работы так и не были полностью завершены. Некоторые помещения остались недостроенными, но именно это делает замок еще более загадочным. Сегодня замок Пьерфон считается одним из самых красивых замков Франции. Его величественный силуэт настолько кинематографичен, что здесь снимали фильмы и сериалы, включая знаменитый сериал «Мерлин», где замок стал легендарным Камелотом. Каждый камень Пьерфон хранит следы прошлого – войны, разрушения, возрождения и мечты о Средневековье. Именно поэтому этот замок не похож ни на один другой. Он одновременно настоящий исторический памятник и воплощение романтической легенды, которая продолжает жить спустя века.
Небольшой городок Пьерфон окружен густыми лесами и озерами и известен всему миру благодаря своему сказочному замку. Но история этого места началась задолго до появления знаменитой крепости. Первые поселения здесь существовали еще в галло-римскую эпоху. Благодаря своему расположению рядом с лесом Компьень и важными дорогами регион постепенно развивался как стратегический пункт между севером Франции и Парижем. Уже в средние века это место считалось важной оборонительной территорией. Настоящее развитие города началось в конце XIV века, когда Людовик Орлеанский приказал построить замок Пьерфон. Вокруг крепости постепенно вырос город, где жили ремесленники, торговцы, солдаты и семьи, которые обслуживали замок. Во времена Столетней войны Пьерфон играл важную роль в защите региона, но после политических конфликтов и разрушения замка в XVII веке город постепенно потерял свое военное значение. На долгие годы Пьерфон стал тихим провинциальным поселением среди леса. Все изменилось в XIX веке. Во Франции началась эпоха романтизма. Сюда приезжали за атмосферой средневековья и за вдохновением. Когда Наполеон III решил восстановить замок, город получил новую жизнь. Начались масштабные строительные работы, появились новые гостиницы, дороги и инфраструктура. Пьерфон стал известным термальным курортом. Сюда приезжала французская аристократия и состоятельные семьи со всей Европы. В городе строились роскошные виллы, гостиницы, санатории. В начале XX века Пьерфон считался одним из самых модных курортных мест Франции. Но после мировых войн популярность термальных курортов постепенно снизилась. Сегодня Пьерфон – это спокойный исторический город с особенной атмосферой. Узкие улицы, старинные дома, озеро, леса и величественный замок создают ощущение, будто время здесь остановилось. Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы увидеть знаменитый замок, прогуляться по старому городу и почувствовать атмосферу настоящей средневековой Франции. Еще один замок. Согласно французским документам, этим замком владеет Александр Гривко. Но вы со мной путешествуете, знаете, что сады Гривко находятся в Этреtat. Кто не видел это видео, смотрите по ссылке. Сверху должен открываться великолепный вид на город Пьерфон и окрестности. Так что посмотрим сейчас. У нас резко стало жарко. Вчера было плюс 15, сегодня уже плюс 26. Этот замок, он давно уже был выставлен на продажу, еще в 2008 году. Я приезжала с одной из моих клиенток сюда. Она хотела купить этот замок. За 1 000 000 евро тогда продавали в 2008 году. Это стоимость парижской квартиры. И, видимо, купил Александр Гривко еще в 2009 году, но вот с 2009 года и по сей день замок закрыт. Замок этот называется Жон-Валь. Построили его в начале 20 века на месте старинной крепости. Во время Первой мировой войны здесь размещались военные, а позже детские лагеря и социальные учреждения. Со временем замок оказался заброшен, интерьеры разрушились, парк зарастал, а сам замок постепенно превращался в руины. И вот, наконец, в 2009 году замок купили российские инвесторы, и с тех пор вокруг этого замка ходит много слухов. Одни говорят о закрытой частной резиденции, другие о масштабной реставрации, но к 2026 году известно только, что исторический парк действительно восстанавливают, реставрируют лестницы, аллеи, гроты, старые каскады, но сам замок все еще остается закрытым и загадочным. Тихо, птицы поют. Единственное, что нарушает эту тишину – шум сенокосилок. Трава совсем короткая, но все равно косят и возле замка, и здесь, в городе. Какой яркий, живописный сад. Летние краски.
Недалеко от Пьерфон, в лесу Компьень, находится деревня Вьё-Мулин, то есть старая мельница. И здесь я хочу посмотреть церковь XIX века. Церковь очень необычная, с японским силуэтом колокольни. Крыша церкви напоминает пагоду. И заодно отвечу на вопрос из комментариев к видео «Красивые деревни Франции». Вопрос был такой: как деревня, где живет 700 человек, умудряется содержать свою территорию в таком идеальном порядке? Кто содержит эти деревни? В деревне, где я сейчас нахожусь, проживает 600 жителей. И здесь тоже чистые улицы, цветы у домов. И у многих зрителей появляется вопрос, кто вообще все это содержит. Во Франции даже очень маленькие деревни – это полноценные административные единицы, которые называются коммуны. Жителей может быть 100 человек, 700 или 5000. Но в каждой деревне есть мэрия, бюджет и муниципальные службы. Поэтому идеальный порядок обычно не возникает сам по себе. Из чего он складывается? Муниципальный бюджет, у деревни есть доходы, это местные налоги на недвижимость, государственные субсидии, деньги от департамента и региона, иногда доходы от туризма, виноделия, рынков и так далее. И даже маленькая коммуна получает базовое финансирование от государства. Во французских деревнях есть очень маленький, но постоянный муниципальный штат. Например, в деревне на 700 жителей может быть секретарь мэрии, 1, 2 или 3 технических работника. И даже если это один технический работник, этот человек будет косить траву, подметать, следить за клумбами, чинить мелкие поломки, обслуживать технику. Во Франции такие муниципальные сотрудники работают десятилетиями и прекрасно знают свою территорию. А еще маленькие деревни часто объединяются между собой и вместе оплачивают вывоз мусора, ремонт дороги, водоснабжение, озеленение, общественный транспорт. То есть часть невидимой работы финансируется не одной деревней, а целым объединением. Но дело не только в деньгах. Во Франции очень сильна культура уважения к общему пространству. Во многих французских деревнях люди не бросают мусор, владельцы обязаны следить за фасадами и участками. Незаконные пристройки и хаос сильно регулируются. Жители сами ухаживают за цветами и дворами. Французы не воспринимают улицу как ничью территорию. Во Франции после Второй мировой войны государство десятилетиями вкладывало деньги в дороги, канализацию, единые стандарты строительства, реставрацию исторических центров. Поэтому сейчас даже бедная деревня во Франции может выглядеть аккуратно, потому что базовая инфраструктура уже давно создана. Интересно, что многие французские деревни на самом деле не богаты. Поэтому секрет французских деревень не в богатстве, а в системе, дисциплине и привычке людей беречь место, где они живут. По дороге в Париж я решила посетить древнее аббатство Шали. Сегодня здесь царит тишина, но 9 веков назад эти стены были наполнены молитвами, колокольным звоном и жизнью могущественного монастыря. История поместья Шали начинается в XII веке, когда французский король Людовик VI основал здесь цистерцианское аббатство, духовный центр, который должен был стать символом веры, строгости и покоя. Постепенно Шали превращается в одно из самых богатых и влиятельных аббатств Франции. Сюда приезжают короли, здесь принимаются важные решения, а вокруг монастыря растут виноградники, мельницы, деревни. Но время меняет все. Французская революция разрушает привычный мир, монастырь закрывают, имущество распродают, и многие здания превращаются в руины. В начале XX века поместья получают новую жизнь благодаря удивительной женщине Нелли Жакмар-Андре, коллекционер искусства, путешественница и наследница огромного состояния. Она покупает поместье и превращает его в настоящий музей. Нелли восстанавливает здание, собирает коллекцию живописи, мебели и редких предметов искусства. А еще она была большая поклонница садовой культуры и мечтала превратить поместье не только в музей, но и в место красоты и гармонии, где природа станет продолжением архитектуры. Именно при ней вокруг старого аббатства появляются декоративные сады и первые коллекции роз. После ее смерти поместье Шали передают Институту Франции, чтобы это место навсегда осталось частью культурного наследия страны. Сегодня сюда приезжают не только, чтобы увидеть древние руины и услышать тишину старого аббатства, но
и полюбоваться розарием. Розарий со временем становится одной из главных достопримечательностей Шали. Сегодня здесь растут сотни розовых кустов. Старинные французские розы соседствуют с современными гибридами. Каждый год в июне здесь проходит знаменитый фестиваль «Дни розы». Это одно из самых известных цветочных событий Франции. На несколько дней старое аббатство превращается в огромный праздник садового искусства. Сюда приезжают лучшие розоводы страны, ландшафтные дизайнеры, коллекционеры растений, художники, флористы и мастера декоративного искусства. Во время фестиваля можно увидеть выставки цветов, садовую мебель, антиквариат и розы вокруг древнего монастыря. За 2 недели были дожди, трава выросла. Сегодня первый солнечный день. Естественно, что эту траву надо покосить. Наша прогулка подошла к концу. Надеюсь, что вам было интересно. А если интересно, не забудьте поставить лайк и подписаться. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч на канале о Франции. И не только. Пока!